Итак, снова здравствуйте, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Baldur's Gate. Как вы помните, вчера мы столкнулись с довольно серьезным, точнее в прошлой серии, мы столкнулись с довольно серьезным противником. Вот. И сейчас надо что-то делать, ребята. Я сидел, долго думал. Вот. Даже немножко попробовал за пределами, скажем, серии что-то сделать, но ничего такого интересного как бы у меня не получилось. Вот, поэтому, в принципе, вы ничего не потеряли. Вот. Что я подумал? Во-первых, я подумал то, что мы будем использовать все наши бутылочки, которые мы собирали. Вы помните, сколько времени, да? То есть вот эта полная сумочка бутылочек, она нам наконец-то, я думаю, пригодится сейчас, потому что я предлагаю закидать данных ребят просто ливнем из огня. Вот такое у меня сегодня настроение, поэтому готовьтесь к ливню огня. Также еще нужно понять, каким образом меняется наша формация. Я помню, что она как-то же... вот, правой кнопочкой получается. Ладно. Вот, потому что нам нужно поменять местами наших ребят, чтобы не били нашего рейнджера. Так, где мы находимся и что мы делаем? Мы с вами исследовали все наши вещи. Вот, то есть опознали, имеется в виду. И сейчас мы направляемся куда-нибудь, где мы можем закупиться магией. Вот. Я, честно говоря, не помню, где мы с вами можем закупиться магией. Мой топографический кретинизм все еще рядом. Колдовские припасы, отлично. То, что надо. Я просто в предвкушении этого боя, потому что я так понимаю, что это все-таки один из последних боев в этой игре. Опять же, прошу вас воздержаться от спойлеров, потому что, как вы помните, я делаю слепое прохождение. Так, давай посмотрим, что у тебя есть. Стрела развеивания. Эта стрела снимает магические эффекты, которыми окружена жертва. При попадании накладывает на цель развеивания магии. Очень интересная стрела. Вот. 5 стрел стоит 2000 голды. Так. Масло жгучего пламени. При контакте с воздухом это масло медленно воспламеняется, причиняя 5d6 единиц урона от огня всем находящимся в непосредственной близости от разлитого зелья. Бутылку можно бросить на любое расстояние в пределах видимости персонажа, после чего сразу же происходит взрыв, подобный огненному шару. Отлично, ребята, это именно то, что нам надо. Мы закупаем все масло. Взрывчатое зелье. 6d6 урона от огня. Тоже 3 штуки. Ну, зелье огненного дыхания нам не надо. Так, развеивание магии. У нас есть. У нас известно развеивание магии. Вот.
И, кстати, да, что я предлагаю, это использовать развеивание магии в те моменты, когда нам будет необходимо наших от замешательства вылечить. Так, еще я помню, что у нас где-то был том, вот куда он делся? Тот том, который мы получили. Так, подождите, это действительно интересно. Вы же помните, что мы получили книгу за задание в храме Эмберли? Мы его еще просто не использовали. Понимание. Мудрость повышает. Здесь мудрость 16, 13, мудрость 6. Мудрость 15. Так, мудрость 15. Давайте, наверное, все-таки вот так вот и оставим. Так, вот так. Все отлично. Мы скупились хорошенько. Так. Сейчас с этими зельями мы разберемся. Сейчас мы придем назад. Сначала, точнее, мы подготовим развеивание магии. Вот. На развеивание магии у нас есть у нашего жреца. На 3-м уровне. Вот он. Развеивание магии. Мы убираем болезнь, ставим развеивание магии. Даже на все 3. Вот так. И теперь ищем таверну, в которой мы могли бы переночевать. Tis a fine day to die. You want some whiskey? Прошу прощения. Да, много бы я отдал за вечер и ночь в такой вот таверне. Все, теперь у нас есть развеивание магии. Ну что ж, я думаю, что все, что нам остается, это отправиться дальше. То есть снова в штаб-квартиру Железного трона. Здесь. Может быть здесь. И не здесь. Да, ребята, это, конечно, не весело, я понимаю. Вот она. Вот здесь вот она. Я вспомнил. Нет, вы смотрите, она и не здесь. Да что такое? Здесь. Не здесь. Да что это? Я что, реально не могу сейчас найти правильное место? Резиденция пламенного кулака. Не здесь же. Ну, конечно же, здесь. Ладно.
Так, ну в принципе здесь у нас ничего не изменилось. Надеюсь. If Tempus wills it, if Tempus wills Seldom it, do I find so little fault with someone. 'tis a fine Так, вот наше место. Итак, теперь что мы делаем? Во-первых, первое, что я хочу сделать, это каждому дать по зелью. Раз. Два. Три. 4. Здесь у нас будет жезл из страха, есть магических снарядов и есть жезл огня. Вот 6d6. Огненный шар, либо пекло Аганазара. Взрыв причиняет 12d3 единиц урона от огня. То есть минимум 12 урона. Вот, это будет один жезл. У нас где-то есть еще один такой же. Я его видел. Вот он. Второй жезл будет применять тот, кто может применять жезлы. Так, не могут использовать... то есть никто не может использовать, получается, да, кроме мага. Ну ладно, тогда она будет кидаться жезлами для начала. Вот, мы просто сейчас попробуем за короткий промежуток времени влить максимальное количество урона, которое возможно. А потом уже будем смотреть, что будет дальше. Так, то есть мы сейчас просто покидаем кучу зелий и посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Ну что ж, я думаю, что мы можем приступать. Поэтому, что мы делаем? Обязательно мы используем хейст. Вот, без хейста нам никуда не деться. Hello. Вот, мы используем благословение. Yes, oh omnipresent authority figure. Ну, для начала этого It's better достаточно. to die on your feet than live to show. Valkur's Поехали. mighty blade. Fear my wrath, for it is great indeed. Так. Итак, They wish my ear. раз. You're a queer fellow. Так, ты у нас просто стреляешь. You've a task? Два, Cool one, sir. 3, Yes? 4. May Auril bestowed a frost kiss upon our Итак, empire. ребята, Valkur's смотрим, что произойдет. My blade will cut you off. It is a fine day. Ну, в принципе, результат мне понравился. Так, подождите-ка. Так, у нас остался Залимар и Аллайр какой-то. Вот он. Еще вот кто-то Гордуш. Ага. Что у нас никого нет? Смотрите, видите, я выбираю, никто не выбирается. Так. Стоп. Где наши все? Угу. Так, давайте таким образом сейчас попробуем сейчас сделать вот то второе заклинание на этом жезле. Пекло Аганазара. Вот. Ой, по-моему, я сам себя убил только что.
Но вы знаете, мне очень понравилась наша стратегия. Так, сейчас вспомним, все ли у меня везде раскидано. А, и у нас нет, кстати, одного зелья для для нашего рейнджера. Вот, поэтому мы ей тоже даем зелье. Так, здесь огненный шар стоит, отлично. Ну что ж, давайте тогда сейчас сделаем аббаф. Вот, защиту от зла накладывая на всех. Nature's servant awaits. What is your command? Hello? Так, и хейст. Что-то как-то я забыл про хейст. Thy temper shield, thy Valkor's mighty Fear my blade. wrath, for it is great indeed. Так. Ну что ж, поехали. Раз, I stand ready. два, You point, I punch. три, Yes, O omnipresent authority What you want? figure. пять, Whatever they need. 6. Hello? They wish my ear. Так, продолжаем. Я хочу еще разок также сделать. Thy temper shield. Nature's servant awaits. Так, кстати, друид сможет использовать наши жезлы? Нет, не может тоже. Жалко. Ладно. You're a queer fellow. My blade will cut you down to size. Так, ну а теперь можно и отправляться воевать. Так, что у нас там Залимар? О, Залимар при смерти, отлично. Давайте попробуем его убить. Отлично, мы его убили, ребята. А это был единственный опасный, насколько я помню, ну, настолько прям опасный человек. Так, ладно, давайте-ка сейчас начнем заниматься. Не будем расслабляться, так будет точнее. Так. Так. Отлично. Так. I stand ready. Отлично. Be done. Итак, мы всех убили, ребята. Мы сделали это. Мы просто сожгли их в священном пламени. Ждем, пока заклинания спадут. Да, конечно, можно было лучше сыграть, ну, то есть продолжать кастовать. Вот, ну, The что-то oil вот как-то bestowed of 'tis a не fine продолжил day to кастовать. die. Все живы, все хорошо. Так, ну что ж, It will be done. поехали собирать утец. Один камешек, это очень добро. Так, какое-то зелье. Зелье силы каменного великана. Так,
Давайте зелье силы сразу спрячем с камешком. Вон малая последовательность какая-то. Смотрите, какой-то свиток. Свиток. Так. Малая последовательность. Не знаю, что это такое. Ну, давайте дадим нашему. Это заклинание позволяет заклинателю сохранить два заклинания, активировать их одновременно с помощью кнопки в панели особых способностей. Оба заклинания должны быть второго уровня или ниже. Ну, наверное, неплохо. Так, ну, оружие скидываем в Минску. Так, у нас будет спецом по оружию. Так, на полу свиток есть. Залимар, у меня есть поручение для тебя и выбранных тобой ребят. Ты первый из тех, кому я доверяю, и должен выступить вместо меня. Будь уверен, я не преуменьшу свою преданность выполнением обязанностей простого стражника. Это дело представляет особый интерес для меня, а следовательно для тебя. Алиторн доставляет мне множество неприятностей, и я хочу от них избавиться. Сделай это, и ты окажешь мне огромную услугу. Таково твое задание. Не провали его. Подпись Сариволк. Хорошо. Не знаю, есть ли смысл брать латную броню. В принципе, ее можно продать, по крайней мере, одну. Наручи, смотрите, куча свитков. Просто тонны свитков. Так, ну это точно у нас есть. Fireball тоже точно есть. Различные. Объект этого заклинания может беззвучно считать заклинание с вербальным компонентом. Так. Определение мировоззрения. Whatever they need. They wish my ear. Так, ну этот свиток мы не опознали пока. Так, этот свиток нам не нужен. Последний свиток. Защита от обычных снарядов. Запишем. Так. As directed. Yes? It will be done. Здесь молоток. Противоядие. Зелье восприятия. И масло жгучего пламени. Отлично, ребята. Так, сохранимся. Надохнуть здесь, скорее всего, я так понимаю, нельзя. By Valkor's, 'tis a Ладно, fine day to давайте die. пойдем найдем того, за кем нас сюда отправляли. Поговорим с ним. I stand. It will be done. Талдорн Тенхевич. Hello, I don't want any trouble. Что ты здесь делаешь? Убирайся из этого здания, пока я не позвал стражу. Я не уйду, пока ты не ответишь на несколько вопросов. Ты здесь, чтобы убить меня, так ведь? Ты не можешь убить меня. Знаешь, кто я такой? Я Талдорн, один из руководителей Железного Трона. Не мог бы ты просто сказать, где находятся остальные руководители Железного Трона? Если скажешь, я оставлю тебе твою жалкую жизнь. Так. Остальные руководители, Брунос и Риэлтор, сейчас в Кэндлкипе, ведут дела с какими-то покровителями с юга. Пожалуйста, теперь ты отпустишь меня? Для начала скажи, где я могу найти веские доказательства, указывающие на причастность вашей организации ко всей дьявольщине, что творится на прибрежном пути. Пожалуйста, не бей меня. Все, что нужно, ты сможешь получить у Риэлтора. Именно он настоящий руководитель операции. Он всегда все берет на себя. Могу я идти? Так, к сожалению, тебе придется умереть. Нет, пожалуйста, пожалуйста, пощади меня. Считаешь, что ты покойник, Талдор. A Ну, god's нефиг. favor is our best. Руководитель Fine хрен. day to die. Итак, что у нас получилось? Так.
Я думаю, что сейчас мы отправимся к герцогу Эльтану. Я так By понимаю. Tempai Valkor's mighty blade. Что у нас здесь? Чего? Ну, здесь, ну, здесь еще немножко можно что-то обыскать. Not a problem. Так, два каких-то свитка. Письмо. Отец, я получил твое письмо и спешу заверить, что Реторн более не побеспокоит ни нас, ни наши операции. Я лично об этом позаботился. Перед смертью это отродье было очень откровенно в своих признаниях. Как ты и предполагал, все это были проделки Зентарима. Также хочу сообщить, что не смогу присутствовать на встрече в Кэндлкипе. Возникли некоторые недоразумения с черными когтями, вызывающими дрожь. Они с трудом работают вместе, и я там нужен, чтобы разрешить существующие между ними разногласия. Мне жаль, что тебя не будет рядом с тобой. Ой, что меня не будет рядом с тобой. Подпись Сарево. И второе письмо. Риэлтор. Мое начальство заинтересовано вашим предложением. Я бы хотел обсудить это тщательнее, но не на бумаге. В последнее время Зентарим и орфисты ведут себя довольно активно в этой области, и будет нехорошо, если они попытаются помешать союзу наших организаций. Если вы вместе с Бруносом и Талдорном сможете встретиться с нами в безопасном месте в Кэндлкипе, мое начальство будет весьма удовлетворено. Пожалуйста, ответьте как можно скорее. Подпись тут. Ладно. With ease. Здесь ничего нет. What is your Получается Temple's все, will? ребята. Мы закончили. А сейчас нам нужно отправиться в штаб-квартиру Пламенного Кулака и сдать это задание. 'Tis a fine day to die. By Valkor's mighty blade. If Tempus wills it. By Valkor's mighty blade. Ну и заодно по дороге мы, конечно же, отдохнем. В ближайшей таверне. Что мы хорошо постарались. Опа. Каэдмон. Привет, приятель. Могу я сказать тебе пару слов? Расслабься, я не причиню тебе вреда. Знаю, на тебя и так нападают на каждом шагу, но поверь, я на твоей стороне. Приятная встреча, незнакомец. Какие несешь новости? Я просто помощник Скара. Он приказал мне приглядывать за тобой, но ты, кажется, более чем в состоянии постоять за себя. Однако, я думаю, тебе будет полезно с ним встретиться. Он ожидает тебя в штаб-квартире Пламенного Кулака в юго-западной части города. Если Скара не будет на месте, обратись напрямую к герцогу Эльтану. Тогда я немедленно последую туда. Счастливого пути, я удаляюсь. By Valkor's mighty blade. Ну, конечно, не немедленно. Для начала мы в таверну заглянем. Вот, по-моему, это как раз та таверна, в которой были слизни. В любом случае, мы можем спуститься в канализацию и там поспать. Сколько у нас там до нового уровня? Еще 25 тысяч, это, по-моему, нереально достичь уже, мне кажется. 'Tis a fine day to die. You want some whiskey? Давай посмотрим, что у тебя есть. Крестьянские комнаты. I got some cheap beer for you. Отлично, мы отдохнули. 'Tis a fine day to die. Так, ну что ж, ребят, давайте, наверное, сразу пойдем тогда к Скару. Tis a fine day to die. Tis a fine day to die. Некий Дилас тут стоит. Will be What do you done. need? Он говорит, что тебе нужно. I serve the flaming fist. Привет, приятель. Если за тем, чтобы увидеть герцога, просто поднимись на лестницу, что рядом со мной. Он должен быть в своем кабинете. By Tempai Valkor's mighty А, ну да, blade. вот эта лестница, я забыл. By Valkor's mighty blade.
I am Duke Eltan, commander of the Flaming Fist. Я рад твоему возвращению. Итак, что тебе удалось узнать? Я знаю, что любые улики могут быть найдены у Риэлтора, главного из руководителей Железного Трона во вратах Балдура. На данный момент он, предположительно, находится в Кэндлкипе по каким-то делам. Тогда остается лишь одно — отправиться в Кэндлкип и выяснить, что они там делают. Что бы это ни было, оно не сулит городу ничего хорошего. Возьми эту книгу. Без нее Хранитель Врат не позволит тебе войти в библиотеку. Вот также награда, которую я обещал. Your journey has come full circle. Duke Elton has asked that you travel back to Candlekeep, where you must spy upon the leaders of the Iron Throne. While it troubles you that such evil men now make use of the Great Library, and you wish the circumstances of your visit would be different, it will still be a pleasure to return to your former home. Твое путешествие вернулось к исходной точке. Герцог Эльтан попросил тебя отправиться назад в Кэндлкип, где тебе предстоит проследить за руководителями Железного Трона. И хотя тебя беспокоит, что в настоящий момент недобрые личности пользуются Великой Библиотекой, и тебе хотелось бы, чтобы обстоятельства твоего визита были другими, тем не менее, тебе будет приятно вернуться снова в свой прежний дом. Так, и как-то я в Кэндлкипе. Temple's Ridset. Так, подождите-ка, ну ладно. Так, ну, честно говоря, не знаю. Я, наверное, сохранюсь сейчас, потому что мне кажется, что после этого уже нельзя будет пройти дальше. Стой, всяк сюда идущий. Тебе нужно преподнести нашей библиотеке книгу великой ценности, прежде чем тебе будет позволено войти. У меня есть книга, которую ты требуешь. Тебе удалось выполнить требования, теперь ты можешь войти в библиотеку. Приятно снова тебя видеть в этом святом месте, дитя Гориона. Если с тобой будут твои друзья, пожалуйста, сделай так, чтобы их невоспитанность не доставила никаких неприятностей. Как ты прекрасно знаешь, Элитор, мы очень строго относимся к букве закона. Так, что у нас там? Я снова в Кэндлкип. Теперь мне нужно найти Риэлтора и выявить его возможную связь с недавними событиями. Надо немедленно попасть в центральную крепость. Смотрите, как-то пусто. Ух ты, ребятки. Кедерли Бонадиус. Приветствую, я Кедерли, такой же гость Кэндлкипа, как и ты. Извини, если выгляжу странно, но путешествие было долгим и изнурительным, а мои труды и без того меня состарили. Могу я узнать твое имя? Уверен, я где-то видел тебя раньше, но не могу точно вспомнить. Ребята, Кедерли это культовый персонаж серии, точнее Forgotten Realms, да, это, про него есть даже отдельная трилогия книг, написанная Сальваторе, Робертом Сальваторе, вот, то есть это тот же самый автор, который про Дриста пишет, вот, он как и с Дристом Кедерли встречался, да, и помогал ему, так и отдельно есть и про его приключения история. Очень интересные книги, тоже рекомендую вам почитать. Очень удивительно то, что мы здесь встретили этого персонажа. Не ожидал. Я Алитор, но мне многие годы приходилось называть это место своим домом. Алитор, значит, я прекрасно знаю тебя, хотя тебе, наверное, будет трудно меня вспомнить. Последний раз я был здесь много лет назад, беседовал с твоим приемным отцом, пока тебе приходилось заниматься чем-то по хозяйству. Вообще-то я не намного старше тебя. Уверен, тебе уже надоело это слышать, и много кто говорил тебе то же самое, но я хорошо знал Гориона. Его смерть оплакивали очень многие. Я не хочу зацикливаться на его смерти, я продолжаю жить, хотя я храню воспоминания о нем. Возможно, оно и к лучшему. Не буду больше говорить об этом, скажу лишь только, что он был хорошим человеком. Как ты поживаешь с тех пор все это время? Неплохо, как и следовало ожидать, хотя мне пришлось узнать о себе такое, что лучше бы это осталось неизвестным. Вот если бы мне давали золотую монету каждый раз, когда я слышу нечто подобное,
Без сомнения, твои заботы сильно отличаются от моих, но у всех нас свои трудности, которые необходимо преодолевать. В каждом есть черта, которую лучше не выпускать наружу слишком часто. Важно то, как много сил ты позволишь ей иметь. Да уж, такие слова лучше оставить для занятий медитацией, а не для дружеских встреч. Я ухожу, но возможно, мы еще встретимся до моего отъезда. В Кэндлкипе поистине бесконечное количество книг, поэтому я уверен, что пробуду здесь еще по меньшей мере дней 10. В центральной крепости кое-кто хотел поговорить с тобой, так что с твоей стороны было бы мудро как-нибудь зайти туда. Счастливо. Кедерли, дневник обновлен. Фидия, точнее Флидия. I stand ready with ease. Hello there. О, привет. Тебе не попадалась моя книга? Постой. Нет, тебе ведь уже удалось найти ее, так ведь? Ох, ничего не понимаю. Тебя здесь уже давно не было, да? Да, меня не было здесь с тех пор, как умер Горион. Горион, ну да, конечно. Прости, я опять проявила свое невежество. Горион был добрым и очень мудрым, и он вспоминал тебя гораздо лучше, чем могла бы сделать это я. By Tempus shield! What is your... If Tempus wills it. Thy Valkors, Но мы здесь не были ни разу. Something on your mind? Коран. Алиторн, дитя мое, взгляни на себя. Твое лицо приобрело новые черты с тех пор, как я обучал тебя. Ах, Коран, ты прав, но это не твоя вина. Ты подготовил меня, как смог, к тому, что лежит за пределами этих стен. И теперь, когда я снова здесь, остается лишь надеяться на мою готовность к тому, что находится внутри них. Почему? Что же здесь не так? Мне сказать наблюдателям? Да, позови наблюдателей, но сперва скажи, не замечал ли ты в библиотеке что-нибудь странное сегодня? Странное? Ну да, это того парня по имени Каверас, иначе как странным не назовешь. Он был прямо здесь, рядом со мной. Брал пророчество Алаундо с полки и читал их. Я слышал его голос, узнавая слова провидцев в его тихом шепоте. Но когда я повернулся, чтобы краем взгляда взглянуть на него, то увидел нечто крайне необычное. Его глаза были закрыты, и он читал вслух страницу за страницей, словно по памяти. Потом он услышал твои шаги и ушел. Я как раз оставил пророчество на место вот сюда. Может быть, стоило бы взглянуть на них? Но если этот Каверас действительно опасен, боюсь, старый книжный червь вроде меня не будет для него серьезной помехой. Прости, но я вынужден покинуть тебя. With ease. Обычная книга какая-то. Hello? Thy Valkors, mighty blade. Кстати, вот смотрите, отключается вот таким образом. Если нажимаешь на клавиши U, вот отключается менюшка персонажа, состав группы. История Кармира. Так. История Гандегала, пропавшего короля. А где же эти пророчества-то? Здесь что ли? История долин эльфийского двора. История Калимшана. Приятная музыка очень играет в Кэндлкипе. История Дамбата. These walls contain the world's knowledge. Теодон. Ох, окуните меня в бульон и назовите тушенкой, если это не малютка Алиторн. Да ведь я не видел тебя почти, одним словом, очень давно. Здравствуй, Теодон, как ты тут? До сих пор представляю, как ты бегаешь вокруг крепости в пеленках, пристаешь к старейшинам и пугаешь коров. Ведь было такое, Джессоп? Конечно, было, говорит Джессоп. Да, только долго на тебе эти тряпки не держались. Да-да, помню, но ты-то как тут?
Стоило кому-нибудь на мгновение повернуться к тебе спиной, а ты уже далеко. Помню тот день, когда черный посох заявился к нам, а ты носишься вокруг крепости в одних обрывках, и Горион с негодованием гоняется за тобой. Ты бежишь мимо, срываешь прямо с его спины плащ и делаешь себе из него прелестные маленькие... Да-да, да, помню. Может, пропустим этот момент? Ты-то как тут? Погоди, теперь я все вспомнил. Каких же усилий стоило Кэлбону черному посоху выглядеть серьезным, когда тебя носило по конечным с его плащом, замотанным вокруг пояса. Вот была потеха, да, Джессоп? Это уж точно, я думал, что помру со смеха, говорит Джессоп. И я тоже. А Горион был так зол, что весь трясся, как осиновый лист. Как бы весело это ни было, мне пора идти. Никто не знал, что делать, и тогда Кэлбон пробормотал какие-то слова и схватил тебя за загривок, чем-то вроде призрачной руки. Притащил тебя и поставил прямо перед собой, между тем забирая свой испачканный плащ. Ведь тогда... Все тогда так напугались, правда, Джессоп? Еще бы ужасно напугались, говорит Джессоп. Ну а потом старый Кэлбон разразился таким смехом, какого я в жизни не слышал. Все в крепости начали смеяться как сумасшедшие, кроме тебя, Литорн. А ты просто стоишь там голышом, как в момент своего рождения, и удивляешься, из-за чего вся суета вокруг. Вот это были деньги, скажу я тебе. Да, думаю, мне пора. О, конечно, дитя. Хотя, можешь заходить в любое время. У меня до сих пор хранятся некоторые картины, где ты совсем еще малютка. Уверен, твоим друзьям захотелось бы на них взглянуть. Джессоп, помнишь одну из тех, где Литорн на медвежьей шкуре? Конечно, и как всегда, в чем мать родила. Ты там совсем милашка. А теперь беги, поиграй со своими друзьями, давай. May Отлично. Aurel bestow if Tempus wills it. Так, ладно. Продолжаем обыскивать книжки. История Семби. История Халаруа. Паутина, свиток. Отлично. Паутина нам уже известна. It is a fine day to die. Так, ну ладно, давайте сюда подойдем. Приятно, конечно, вернуться в место, с которого начинали. В этом действительно есть какая-то такая ностальгическая нотка. Интересный поворот сюжета. Леденящее прикосновение. Письмо. Отпрыском владыки убийств суждено вступить в права наследства через кровь и страдания. Такова надежда их отца, что только один выживет и станет обладать его наследием. Я предвижу, что дети Баала уничтожат друг друга в кровавой бойне. Дети Баала уничтожат друг друга в кровавой бойне. В дни, когда боги воплотятся в смертных, владыка убийств породит себе множество смертных потомков. Его отпрыски будут служить и добру, и злу, но хаос будет течь по их венам. Когда дети зверя достигнут зрелости, они принесут разрушение на земле побережья меча. Но только кто-то один из потомков Баала поднимется выше всех и унаследует силу своего отца. И этот кто-то определит историю побережья меча на долгие века. Ребята, а не мы ли это? Да. Вот если вы заметили, то у нас появились какие-то способности, там, да, все такое. История Гандегала, папашего короля. Так, ну куда же еще, где же еще могут эти книжки-то A быть? goat is a fine day to die. With ease. Лесная почва. История лунного моря. История Луирена. Ага, провидца Алловинга. Что было? Провидца Алловинга. Стамбуля. История. История Шадоудейла. История Стамбуля. Стук. Ну,
Восток у нас точно есть. Так, что-то я, честно говоря, не понимаю, а где ж тогда эти книжки были? Здесь где-то. Так, продемонстрировали глубокую Yes, it осведомленность. will be done. Потом побеседовать с Каверасом. Так, подождите, а может он мне книжку эту дал? Нет. Так, что-то я тогда не I said it will понимаю. be done. Все вроде бы обыскали уже. Так, что я где? А, может быть, наверху. What is your thy Valkor's mighty blade? Our library is a man's harem of knowledge. Бендалис. Привет, Алитор. Рад видеть тебя здесь снова. Жаль, что твое возвращение пришлось не на самое спокойное время. Почему? Что из произошедшего здесь так взволновало тебя? О, уверен, ничего особенного. Просто, в общем, некоторые вещи здесь кажутся немного странными. Те торговцы явно на торговцев не похожи. И еще некоторые из наших монахов ведут себя как-то странно. Особенно один. Правда, и кто же это? Есть вот один парень по имени Каверас. Мне казалось, он заезжий мудрец, но похоже, он больше интересуется нашими посетителями, чем книгами. Его присутствие меня беспокоит. Думаю, остальные также на это реагируют. Еще юный Шестал уже несколько дней не в себе. Он не такой толстокожий, как я. Помнишь, как он обычно был раздражительный? Теперь совсем наоборот. Как будто подменили. Я за него волнуюсь. Мне пора. Приятно было поговорить с тобой. Хорошо. Так, ладно. Давайте здесь тогда осматривать. It will be done. История Севера. The Lord of murder shall perish, but in his doom he shall spawn a score of mortal progeny. Певчий. Алитор, у тебя беспокойный вид. В чем дело, дитя? Здесь беда, Певчий, ты должен помочь мне. Твоя правда, я тоже это чувствую. Молю, скажи, чем этот старик может помочь тебе? Знаю, кто в последнее время посещал крепость и где проводил свое время. Было несколько безымянных служанок, несколько новых наблюдателей. Что касается посетителей библиотеки, то прибыли двое из Железного Трона. Когда же это было? 2 дня назад? 3? Они приехали на встречу с 2 представителями рыцарей щита, а те вроде приехали вчера. Большую часть времени они находятся на 3-м этаже, готовятся к совещанию. Еще приехал некто Каверас, но он держится сам по себе, изучает пророчество Лаунда, касающееся смутного времени, которое у нас находится на 2-м этаже. Кроме них, только ты. Так. Yes, with ease. Ага. Hello, thy Valkor's Значит, все-таки здесь они находятся. With ease. История мертвой троицы. Уникальный образ. История побережья дракона. История Севера. Бесплотная стрела Мельфа. История долины Эльфийского. Долом. Двора. Наблюдатель. I should have joined the army. Наблюдатель. Халу, пора уже запретить проведение этих медовых попоек. Моя голова меня доконает. Каверас. Я так и думал, что смогу найти тебя где-нибудь здесь. Позволь мне представиться. Да, пожалуйста. Меня зовут Каверас. Когда-то я работал на твоего отца, доставлял послания его друзьям-орфистам в Уотердип.
Перед смертью он вручил мне одно кольцо и попросил отдать тебе, если зло одолеет его. Возьмешь ли ты это кольцо? Если такова была воля моего отца, я буду носить его. Благодарю тебя за доброту к нему, Кайверас. Тогда носи его, чтобы твой отец мог гордиться тобой. Перед тем, как уйти, выслушай меня. Пока мы говорим, здесь в крепости находятся руководители Железного Трона. Они сейчас очень слабы и беззащитны. Если ты собираешься их убить, сейчас самое время. А теперь иди, Железный Трон ждет тебя. Вот, и мы получили, небось, колечко, которое, наверное, неопознанное. Кольцо Кайвераса. Нет. Кольцо защиты +1. Кольцо принцев. Улучшение класса защиты +1. Улучшение спас-бросков. Нельзя одеть вместе с любым зачарованным доспехом, а также другой экипировкой защиты. История избранных Мистры. История Колокола глубин. История Титира. История Шэдоудейла какая-то из частей. История Шэдоудейла. История Севера. История Севера. История Севера. Продолжается история Севера. Да что такое? История последнего похода великанов. Удача. Так, ну что, мы не были еще только здесь, получается. История Шэдоудейла. Еще одного Шэдоудейла. Так, ну последняя полка получается. Еще. Так, ну ладно. Давайте посмотрим, что у нас здесь по заданиям. Как раз удивил меня, предложив убить руководителя Железного Трона, пока они находятся здесь, в Кэндлкипе. Не знаю, правильным ли будет такое решение, но избавиться от них оно не помешает. Так, ну а где ж тут пророчество-то еще? Что еще не понимаю сейчас? Так, это все без скал, без скал, без скал. Здесь наверху тоже все без скал. Куда еще? Ладно, давайте тогда пока сохранимся. Я так понимаю, что на 3-м этаже уже находятся эти ребята. Так, подождите, ну пророчество-то должны быть здесь где-то. Где же они могут быть? И, кстати, Кайверас ушел. Я так понимаю, что с ним все равно поговорить типа не получится. Давайте подниматься. Так, мы поднялись на 3-й этаж. Может быть, это 2-й этаж, на самом деле, а не 3-й, кто знает. Not a problem. Шэдоудейл. Шэдоудейл. Щит. Так, подождите. Go here. Yeah, Do I that. stand. Not a What about problem. my needs? История Севера. Там кто-то стоит. Там стоит.
Вот, вон эти ребятки уже, нашли мы их. Ну ладно, сейчас пообщаемся с ними. История монеты судьбы. История снова эльфийских. История Шадоудейла. И снова удачу. Хорошо. Так, ладно, ребят. Сейчас уже, к сожалению, время наше подошло к концу. Время нашей серии. Вот, поэтому мы отправимся на встречу с оставшимися руководителями Железного Трона уже в следующей серии. А на сегодня это все. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. До следующей серии.